Всем добрый день! Вы на канале Вязание от Ангелины Озимок на Яндекс.Дзен. YouTube тоже выкладываю ролики, а Одноклассники, Контакт, фотографии всегда есть. Телеграм-канал, если короткий ролик, тоже там выходит. Если длинный, то только Яндекс.Дзен. Сегодня предлагаю посмотреть, попробовать связать вот такую красоту. Вот мне прям хочется сказать, какая-то ягодка такая, да? Вишня, наверное. Яркие красивые следочки узором, который мы с вами вязали пару дней назад. Я вязала кофточку поворотными рядами, а сегодня я решила этот же узор применить в следочках, показать, как вяжется он в круговую и с применением остатков, которых у нас всегда много, и мы не знаем, что с ними сделать. Предлагаю посмотреть. У меня вот такие остаточки слонимской пряжи. Я думаю, чтобы с них связать красивого такого. И решила вот такой как бы ягодный узор, зеленый, с вишенкой, интересный, красивый. Предлагаю связать. Для этого нам нужно набрать 24 петельки, вернее 24, и в первом ряду увеличить на 48, то есть провязать в каждом столбике 2 всего-навсего. Крючок у меня 2,75, слонимская пряжа 400 метров 100 грамм. Мы с вами начинаем вот такое кольцо, которое потом хорошо затянется. 3 воздушные петли и провязываем столбики. Считаем 24 столбика в первом ряду, во втором в каждом столбике провязываем по 2. У нас получается 48. Провязали 48 петель. Раппорт узора у нас 6 петелечек, 6 столбиков, поэтому 48. Вязание начинаем узора. 5 воздушных петель и столбик с одним накидом. Пропускаем 1, 2, 3. 3 столбика пропускаем, между столбиками столбик с накидом. Извиняюсь, столбик без накида. 1, 2, 3 пропускаем, между столбиками столбик с накидом, 2 воздушные петли и столбик с накидом. Вот такая галочка у нас идет. Галочка, вот раппорт узора 6 столбиков. И продолжаем. 1, 2, 3 пропустили, столбик без накида. 1, 2, 3 пропустили, столбик с накидом, 2 воздушные петли, столбик с накидом. Вот. И продолжаем. 1, 2, 3 пропустили, столбик без накида. 3 пропустили, столбик с накидом, 2 воздушные петли, столбик с накидом. То есть наша задача распределить весь узор вот таким образом. Подходим к концу рядочка. У меня получилось 8 таких галочек. 8. Подходим к последнему столбику без накида, и нам нужно присоединить галочку. И когда 2 петли остаются, нужно привязать еще один цвет. У меня вот такой красивый ягодный. Можно связать одним цветом. Ниточку поменяли, зеленую притянули. И вот смотрите, вот у нас галочка. Наша задача связать такой веерок. 1, столбик с накидом, 2, 3, 4. 4 столбика, 2 воздушные петли и еще 4 столбика. Вот такой веерочек будет у нас. 1, 2, 3, 4. Веерочек такой. Теперь там, где у нас столбик без накида, вот он, в него мы вяжем также столбик без накида. А в следующую галочку зеленого цвета вяжем точно такой же узор. 4 столбика с одним накидом и 2 воздушные петельки. И опять 4 столбика.
4 столбика, 2 воздушные петли, 4 столбика. Такой будет второй у нас ряд узора. 1, 2, 3, 4. И между, вот у нас столбик без накида, вот он, между галочками, вяжем в него столбик без накида. Вот таким образом у нас должен сформироваться узор красивый. Провязываем в каждую галочку вот такой веерок. Вот такая красота получается. Вот такой цветочек у нас. Это на среднего размера полноты или даже на широкую ножку. Если у вас нога, стопа худая, тогда первоначально мы набираем 18 столбиков с одним накидом, увеличиваем до 36, и у вас должно получиться 6 таких цветочков. Вот у меня 8, а у вас 6, если ножка стройная, худая. Вот. Вот такое у нас получается расширение. Теперь мы заканчиваем в зеленый столбик, подхватываем бордовый и снизу зеленым заканчиваем вязание. Вот. Меняем цвет. Теперь 1, 2, 3, 4, 5 воздушных петель. Вяжем первый ряд в шахматном порядке между цветочками. Столбик с одним накидом. В центре веерочка столбик с одним накидом, 2 воздушные петли и сюда же столбик с одним накидом. И чередуем. Столбик без накида вяжем галочку, а в следующем ряду в этой галочке мы будем вязать такой цветочек. 2 воздушные петли, столбик с накидом. Этот узор мы с вами вязали на кофточке пару дней назад. Я решила его повторить, чтобы показать, как этот узор вяжется в круговую. То есть узор нам знаком, но я решила его разнообразить в 2 цвета. Это всегда интересно, ярко, красиво. Можно связать таким образом шапочку, панамочку, юбочку. Вариантов много, просто вот 2 цвета. Вот. И как вяжется в круговую, тоже много вопросов. Как? Вот мы с вами разобрали, как вяжется в круговую. Галочка и прикрепляем 2 воздушные петли. Вот такой красивый узор получается. В следующем ряду просто-напросто там, где галочка, мы вяжем цветочек. Там, где у нас вот такая вот воздушная арочка, просто столбик без накида. И идет чередование узора. Чередование узора. Я провязала 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 цветочных узоров. 2 ряда просто зеленым цветом. Вот. Узор получается очень красивый, очень интересный. Кофточку можно так связать в круговую. Мы с вами вязали оборотными рядами. Это в круговую. Вяжем 7 рядочков вот такой красотой. Такой получается у нас 3-й ряд. В сам цветочек столбик без накида, 2 воздушные петли, столбик без накида. И наша задача соединить в 3-ю воздушную петлю зеленого цвета. И мы меняем цвет, смотрите. Вот. Меняем цвет. Нам нужно в центр такой вот зайти этой пипочки. И вяжем дальше. Вот наша галочка. Тот же самый узор, который мы уже вязали, знаем. Также вяжем 4 столбика, ничего не меняется. Просто показала, заканчивается ряд, начинается новый. Мы соединительными столбиками присоединяемся и вяжем дальше 2 воздушные петли и 4 столбика. Узор у нас повторяющийся. Ну, именно вязание по кругу было интересно показать. Потому что вопросов много. Вот в самую пипочку центр столбик без накида. И опять провязываем наш веерок или цветочек. Вот и все. В следующем ряду мы повторяем зеленый цвет. Раппорт узора простой.
запоминается легко, вяжется быстро. Предлагаю повязать. Вот такая красота получается. Я провязала 7 рядочков цветных и еще 2 рядочка зеленых. Вот, теперь смотрите, вот у меня 1, 2, 3 веерочка я оставляю. Можно поставить маркер. Если, допустим, боитесь пропустить, маркер поставили по центру. Вот, 3 веерочка. Теперь наша задача, я довязала до пяточки. У вас может быть больше длина будет ноги. Теперь начинаю вязать пяточку. Просто столбиками с одним накидом. Сейчас я присоединю соединительными столбиками свое вязание. Вот, ряд закончил. И вяжу 2 воздушные петли. 1, столбик в столбик, 2, 3, 4, 5, 6. Так. 5, 6. Вот. Я не хочу делать расширение, хочу немножко сузить, поэтому вот этот столбик без накида я не буду провязывать. Я хочу просто столбики провязывать, которые у нас есть. Вот. Все столбики, вот мы их провязываем, а между ними я не буду вязать. Таким образом мы провязываем до маркера, разворачиваемся, вяжем в обратную сторону. Вот такая должна получиться пяточка. Вот она у меня получилась. Просто столбики и 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. У меня получилось 9. Но пяточка у всех разная, да? То есть обязательно нужно вязать и измерять на ножку. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Все. 9 провязали. И изнутри я прошила столбиками без накида. Вот. Задача провязать пяточку просто столбиками с одним накидом туда и обратно. Я в центре оставила 3 веерочка. Это нормально, этого хватает для выреза. Провязала ровным полотном 9 рядочков. Теперь складываем с изнаночной стороны. Я обычно прошиваю столбик в столбик. Вот, допустим, находим первый столбик, который у нас есть, с другой стороны, закрепляем, разворачиваем к себе, чтобы это было удобно вязать. Я обычно так делаю. Я прокалываю столбик с одной стороны и с другой. И столбиком без накида провязываю. Это удобно. Шовчик не мешает. Я следочки ношу свои абсолютно все. Всегда вяжу таким удобным способом. Шовчик на пяточке или где вот он сейчас, да, у нас будет стоять на боку, он вообще никак не мешает. Ниточка мягкая, тактильная, удобная. Вот и все. Прошиваем. Ниточку отрезаем и сделаем красивую обвязку. Провязала, шовчик сделала. Берем ниточку другого цвета и делаем красивую обвязку. Обвязка подойдет для любого вязаного изделия. В шовчик сам. Закрепляем ниточку. Вяжем 1, 2, 3 воздушные петли. И еще 2 столбика с одним накидом. 1 и 2. Вот у нас пропускаем здесь один столбик. Вот он лежачий. В следующий столбик закрепляем 1, 2, 3 воздушные петли. 1, 2, 3. 2 столбика с одним накидом. 1, 2. Опять пропускаем, вот он наш столбик, следующий, через столбик, вот он у нас лежачий такой. И укладываем наше вязание. Вот такая несложная обвязка. Расход ниточек грамм 50 на все. Он небольшой, поэтому предлагаю какие-то остатки пряжи использовать для нашей красоты. Вот сделала такую обвязочку, достаточно симпатичная, и в итоге следочки готовы. Мне нравится очень сочетание такое яркое, сочное, вкусное. Почему бы не порадовать себя? Простая пяточка, она хорошо носится. Если вы хотите, кто-то пишет, что протирается, всегда можно добавить нитку синтетики или акрила.
такого же цвета и усилить пяточку. У меня пяточки не рвутся, не знаю. Я их ношу с удовольствием, как и все мои родственники. И в итоге такая красота за буквально вечер готова. Предлагаю связать на лето такие яркие, красивые, сочные, вкусные следочки вместе со мной. Подписывайтесь на канал Яндекс.Дзен. Он рабочий пока. Надеюсь, если YouTube возродится, YouTube тоже здорово. Я выкладываю на YouTube ролики на постоянной основе, но они идут с небольшой задержкой. Сначала на Яндексе, потом на YouTube. Огромное спасибо, что досмотрели ролик до конца. Надеюсь, вам идея понравилась. Обязательно пишите комментарии, это очень-очень-очень важно. Подписывайтесь на канал, приглашайте всех знакомых и подружек. Будем вязать вкусно, ярко, красиво, интересно.